Вот вам простая история. Постараюсь очень быстро в нескольких словах описать, как на самом деле на элементарном таком низовом уровне полиция может состряпать, а сейчас, наверное, еще сильнее, против вас дело. Я в сентябре 2021 года был в здании Ростелекома на улице Ленина в горячем ключе. Все вот эти операторы связи, большой четверки, они любят подворовывать деньги со счетов, списывать их, начислять какие-то услуги непонятные. Пойди им что докажи. Я спустился в здание Ростелекома для того, чтобы лично, поскольку оказалось, что это дистанционно невозможно, расторгнуть договор на какие-то телефонные номера, которые у меня были и которые мне в копеечку влетали. Не нужны мне. Спускаюсь. Все еще действуют антиковидные ограничения с этими масками в общественных местах. Я, конечно, это все как юрист помню, знаю. Поэтому около, так сказать, сотрудника, около оператора, я демонстративно надеваю маску и вступаю в беседу. Оператор, конечно, выйдет в отказ, типа я не я, лошадь не моя, ничего не хочу делать, идите нафиг. Отказывается отключать мне услуги. Поскольку нарушаются мои права как потребителя, я решаю позвонить в полицию, потому что у нас полиция затык во все дырки. Можно сказать так. Пробка в одно известное 5-е место. Приезжает молоденький сотрудник по фамилии Кисаев. Руслан, кажется. Из отдела внутренних дел горячего ключа. Он полицейский, действуют антиковидные меры. Естественно, я в маске. Я знаю, что у меня с полицией горячего ключа натянутые взаимоотношения. При нем я заполняю заявление о том, что мне отказываются отключать услугу. И делаю кардинальную ошибку, которую я вас прошу, никогда не делайте. Я подписываю заявление, но не ставлю время, когда я его подписал. Поставил дату, но не поставил время. Что дальше делает полиция? Я кость в горле полицейских. Как журналист я собираю данные о противоправных действиях полицейских, о беспределе, о бездействии. И полицейские решают, что они в этой ситуации могут воспользоваться недовольством сотрудников Ростелекома. Они подговорили женщину, сотрудницу, на которую я жаловался, и она написала на меня встречное заявление, что я был в помещении Ростелекома без маски. Но поскольку я был в маске, а в ее заявлении было указано, что я подавал заявление без маски, я надеялся, что сотрудники полиции приложат к заявлению девушки какие-то фотографии. Сотрудники полиции где-то распечатали какие-то видео со мной, без даты, без времени, без места. Просто вот какие-то видео со мной приложили к этому заявлению и заявили, что это я. В том месте, в то время, когда я был в маске и подавал заявление сотруднику полиции. Я спрашиваю потом уже, когда меня вызвали на разбирательство по поводу административного наказания, что я был без маски, я спрашиваю Кисаева, почему же ты не указал, что я был как в твоем присутствии в маске? Ой, я не захотел это делать. Короче, Кисаев, ему, видимо, его начальство сказало довести меня до штрафа. И он так и отказался предоставлять, хотя я писал и заявление на его начальство, что
что прошу, чтобы сотрудник полиции дал показания, ну там рапорт написал или еще как-то объяснил, был я в маске или без маски. Ну то есть если бы он написал, что я был без маски, он бы солгал. Я просил, чтобы предоставили записи с камер видеонаблюдения внутри здания Ростелекома в тот момент, когда я давал заявление. То есть в тот момент, когда на меня пожаловали, что я был без маски. Ну и эти записи неожиданно пропали. Ну представляете, да? Ростелеком прям очень хотел, чтобы меня оштрафовали. Дальше следующее. Это сентябрь месяц. В октябре я сопротивляюсь. Не даю себя оштрафовать, пишу встречные заявления, полицейский отбрыкивается, и тогда я делаю следующее. Раз они говорят, что достаточно просто каких-то фотографий где-то взятых, которые якобы доказывают, что я был без маски, и внутри помещения нарушал антиковидное ограничение, я захожу на инстаграм-аккаунт полиции, горячего ключа отдела, просматриваю их все фотографии, где они там торжественно кому-то вручают что-то внутри помещения здания вот этого вот полицейского отдела. Короче, просмотрел их ленту за 2021 год. И каждый случай, когда они были без маски, они почти всегда были без маски, ну как же, они же менты. Я каждый случай заскриншотил и по каждому случаю написал заявление, что так и так, а у них же там еще и табличечки. Мы такие-то такие, мы начальник участковых Аветисян там какой-нибудь, или какой-нибудь Шальнев, начальник или замначальника отдела полиции. Ну, они там все персонально известные с табличечками, то есть их легко опознать. Вот я по каждому из них написал заявление, что вы можете по фотографии диагноз ставить, что я был без маски, я могу делать то же самое. И отправил это все аж в Министерство внутренних дел, аж в Москву. Приехала комиссия, это уже в ноябре. Очень их показательно всех отпроверила, скажем так, чтобы не ругаться. И мне пришел официальный ответ, что они были все наказаны, те, кто был без масок. В том числе и мои соседи, тоже сотрудники внутренних дел. Вы не представляете, какой оргазм получили в кавычках эти сотрудники, когда я их же оружием и наказал. Вот этим беспределом. Ну, раз они меня могут просто по фотографии, значит, закон, они все равны перед законом. В декабре месяце меня вызывает Горячеключевской суд судья Дзыгарь. Это сын, как я понимаю, нотариуса Дзыгаря. Тоже значимая личность, несколько раз в жизни с ней сталкивался. Она оформляла сделку по покупке участка, который я в Горячем Ключе на Ольховой купил. Кармическая связь. Так вот, судья Дзыгарь вызывает меня, типа, присудить мне административное наказание. Я прихожу туда заранее, до суда, ознакомиться с материалами дела. То есть мне же интересно. А я, честно говоря, подзапамятовал, но почему-то мне полиция не все материалы показала, сославшись на то, что вот ты придешь в суд и там типа все прочитаешь. Ну хорошо, я пришел заранее все прочитать, чтобы заранее подготовиться к защите. Вы не представляете, насколько помощник судьи офигела. Она просто выпала в осадок. Человек по антиковидному, этому масочному административному делу пришел ознакомливаться с материалами. В общем, я почитал, выяснил, что там шито не просто белыми нитками, а незаметными, прозрачными нитками. Половина как бы можно подставить под сомнение. Просто потому, что там, просто от балды написано. Где-то у меня есть скриншот этого дела, поэтому я готов отвечать за свои слова. Но, как бы, реакция. Я пришел в суд, и помощница судьи настолько офигела от этого, что она сказала, даже можешь все отфотографировать. И я отфотографировал материалы этого дела. От и до, от корки до корки. Где-то, если я поищу, может быть, и найду их. Я пришел в суд. Судья Дзыгарь
не помню, как его зовут, но, кстати, можно найти, что я был осужден по этому административному делу. Судья Дзыгарь очень удивился тому, что я пришел, он думал, что не будет заседания. Они вообще все удивились, что я пришел на заседание. И пришлось им подрываться чуть ли не в домашних тапочках. Ну, я утрирую, конечно. То есть они думали, что они просто это там бумажки заполнят, что суд прошел, все. А тут человек живой пришел в суд. И сидит, ждет судебного заседания. В общем, этот Дзыгарь пришел, позадавал мне вопросы. Я его... Ну, ребята, это вот, понимаете, этот российский суд, конечно, меня вот до сих пор, сколько времени прошло, я много раз судился. И не только по этому поводу. Но он меня каждый раз поражает. То есть судья меня спрашивает, вы были тогда-то там-то, ну, там условно в 4 вечера, там какого-нибудь 20 сентября 2021 года в здании Ростелекома. Я говорю, был. Были в маске? Я говорю, был. А вот тут написано, что вы не в маске. Я говорю, да, но я был в маске в присутствии там такого-то, такого-то. Объясняю все то же самое, что я вам говорил. А, ну ладно. И все равно мне, то есть, несмотря на то, что я ответил, несмотря на то, что... То есть судья верит показаниям какой-то женщины, сотрудницы Ростелекома, которая говорит, он был без маски, но не верит моим показаниям о том, что я был в маске. И я ему объясняю логику, говорю, что я вызываю полицейского, я вызываю. Я знаю, что быть без маски в помещении это наказуемо. Естественно, раз я сам вызываю полицейского, я одел маску, ну даже если я вот совсем тупой, я это сделал. Раз я его вызвал, логика. Нет, пофиг. И мне присуждают наказание, предупреждение. Но я был осужден по административной статье. А почему я это все вспомнил? Потому что я об этом написал так же красочно, как сейчас рассказываю, в своих социальных сетях. И, видимо, мои недруги с удовольствием читают мои социальные сети. Я их давно и публично веду. И вот Татьяна Геннадьевна Плешакова, депутатша Совета горячего ключа, прочитала и решила, а может быть ей кто-то подсказал, может быть она действует почему-то. Ну, вернее, не может быть, я знаю под контролем кого она действует, но поскольку это мне было сказано конфиденциально и я не могу это воспроизвести. Я знаю, кто мне сказал, но пока не могу воспроизвести. Вот. Ей, видимо, подсказали, а давай-ка ты его еще под одно административное дело подведешь. И она проанализировала мои социальные сети. Знаю, что у меня уже административный штраф. Ну, не штраф, а наказание, предупреждение есть. В январе 22 года она на меня написала еще одну жалобу по той же статье, что был без маски. К чему я это говорю? К тому, что в России с вероятностью 99,99 вы получите обвинительное решение суда, даже в обстоятельствах вот таких вот элементарных, как это ношение маски, казалось бы, где можно было бы дать заднюю, где, казалось бы, ну вот видно, что я на каждом этапе защищаюсь, сопротивляюсь, прихожу, действую. То есть пытаюсь доказать свою невиновность, несмотря на то, что у нас презумпция невиновности по Конституции. Можно было бы сделать мне вот этот 0,01% оправдательного решения, но нет. Вся система, понятно, что МВД, прокуратура и суды, это все одна и та же, один и тот же правоохранительный спрут, они все равно должны додушивать, чтобы их боялись, чтобы понимали, что если ты встрял, то выхода нет, тебя все равно засудят. Вот зачем это делается. Это делается для того, чтобы всех вокруг подчинить, запугать. И тем не менее, справедливости ради я должен сказать, что бывают судьи. Кстати, вот здесь вы должны подписаться на меня, поставить лайк, написать комментарий, какие у вас были решения неправосудные. Мне это очень интересно, я с удовольствием о них почитаю в комментариях. Подпишитесь обязательно, поставьте мне лайк.
Вот. Расшарьте это видео, потому что, мне кажется, я на пальцах вам объяснил, как очень легко вас могут подвести под статью. Поэтому всегда мои вам советы из многолетнего опыта общения с полицией. Первое. Видите полицейского, включите диктофон. Диктофон жрет очень мало энергии телефона, очень мало памяти. Пока вы не окажетесь на свободе, вдали от полицейских, не выключайте диктофон и храните эту запись. Естественно, второе. Полицейскому ни в коем случае нельзя говорить о том, что вы включили диктофон. Это ваше право собирать информацию о своих действиях. Если вы скажете полицейскому, что включен диктофон, его поведение сильно поменяется, он может перестать делать ошибки, а запомните, что любая ошибка полицейского трактуется в вашу пользу, любое сомнение в вашей виновности трактуется в вашу пользу. Поэтому, когда вы молча записываете, когда вам полицейский угрожает, когда он не поясняет 51 статью Конституции и так далее, это все в вашу пользу. Молча записывайте полицейские. Это правило 0 и 1, самые базовые. Читайте все материалы, которые относятся к вам. Если вам полицейский не дает их фотографировать, зачитывайте их вслух. У вас же включен диктофон. Значит, вы можете зачитывать материал вслух. Может быть, вы дебил. Ну, вот просто умалишенный и вот любите вслух почитать. Вы же полицейскому не сказали, что у вас работает диктофон. Ну, вот прочитали весь там заявление, которое на вас написал депутат Плешакова. Прочитали вслух. Может, вы так лучше понимаете. Это третье правило. Четвертое, очень важное правило. Под любой бумажкой, которую вы подписываете и отдаете полицейскому, вы ставите дату, время и подпись. Это очень важно. Есть процессуальные действия, и эти действия имеют определенные сроки. Когда вы ставите время под подписью, вы сразу даете отсечку определенным процессуальным действиям. Например, если вы сильно раздражаете полицию, она начнет вас ограничивать в праве на перемещение, уже стоит время, то есть уже понятно, с какого момента вы подписали эту бумажку, и уже там стоит время. А если просто поставили дату, это может быть 00 часов, а может быть 23:59. Правда ведь? 3 вещи вы должны запомнить. То, что касается, это уже 5-е правило. Да? То, что касается вас, 51 статья Конституции. То, что касается близких родственников, официальной жены, детей, бабушки, дедушки, братьев, сестер, 51 статья Конституции. Все остальное, то, что касается ваших действий или действий, допустим, вашей гражданской жены или мужа, вы отвечаете: не помню, что было, нервничаю, не помню, не могу ответить. У вас нет обязанности помнить какие-то обстоятельства вашей жизни. Если вам полицейский что-то предъявляет в качестве текста, вы говорите: не понимаю, не смог осознать, недостаточно образования, не понимаю. То есть вот не помню, не понимаю и 51 статья Конституции, вы это говорите в любой момент, когда общаетесь с полицейским. Все это записывайте на диктофон. По возможности записывайте на видео. Идеальный вариант, когда у вас 2 телефона, на одном диктофон, на другом камера. Камеру вы включили, зашли в отдел или в суд, положили, и камера записывает, ну пускай смотрит она снизу вверх, но на ваше лицо. Видно, что это вы в суде. Если вас с этим поймают, начнутся проблемы. Значит, вы должны сделать так, чтобы вас на этом не поймали. Но опять же, это дело сотрудников полиции, суда, доказывает, что вы не имели права снимать в этом месте в это время. Пока вас не поймали, вам, во-первых, не нужно об этом говорить, во-вторых, даже если вас поймали каким-то образом, ну, пускай попробует считать это видео с вашего облачного хранилища, вы же, надеюсь, подключили телефон к облаку, и все туда записывается. Завершая рассказ о базовых правилах. Поэтому нет оснований доверять сотруднику полиции. Ведите себя таким образом, как будто вас хотят по беспределу засудить. Если такое не случится, ну, значит, вам повезло.
Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, как с вашей жизнью, какие у вас случаи. Давайте их обсудим в комментариях. Все, всем пока. И привет, конечно, Татьяне Геннадьевне, Тамакаю и судье Дзыгарю.